У The Day Before большие проблемы. Китайцы снова удивляют, а предзаказ World War 3 уходит за $5 миллионов. Об этом и не только в инди-итогах октября. Зомби-выживач The Day Before теряет доверие поклонников. Якутская студия Fantastic, кажется, фантастически заигралась с чувствами аудитории. Невзирая на планы по выпуску игры в этом году, студия решила ограничиться практически полным молчанием. Лишь только к сентябрю разработчики анонсировали некий мега-ивент, где и собирались раскрыть утвержденную дату релиза. Проведя месяц в ожидании, фанаты остались ни с чем, а студия лишь отшутилась хэштегом про 45 сентября. В итоге, спустя еще полмесяца ожидания, нам показали всего лишь 3-минутный трейлер и небольшой видеоролик с докладом от разработчиков, что, мягко говоря, не соотносится с ожиданиями от мега-ивента. В трейлере показали безопасную зону, лутинг, кастомизацию оружия и обустройство жилища. Дату релиза наметили на 21 июня 2022, вновь потроллив фанатов. Недавнее объединение разработчиков из Bad Pixel с Tiny Build уже приносит первые результаты сотрудничества студий. 5 октября Алекс Нечипорчик, глава Tiny Build, поделился кое-какой информацией из-за кулис разработки Deadside. Так Алекс говорит о планах по расширению штата сотрудников. Сейчас к оценке кода игры привлечена команда разработки, в результате чего появился новый план задач, и под него будет вестись донабор в штат. Особо важной, но и такой же сложной, Алекс отметил работу над транспортом. Реализовать его в ближайшее время препятствует нынешний сетевой код, работой над которым тоже планируют заняться. Ключевая проблема завязана на просчете коллизий, и в теории студии было бы намного проще начать с авиации и водного транспорта, а также нужно продумать роль машин с точки зрения геймдизайна. 27 октября Bad Pixel выпустил хэллоуинское обновление Deadside, включающее тематические скины оружия, новую точку интереса на локации, корректировку снайперских винтовок и несколько других исправлений. World War 3 объявила о следующей фазе закрытого тестирования. Старт ЗБТ объявлен на 25 ноября. В этот раз к обновленной версии ВВ3 будет допущено еще больше игроков. Закрытая бета станет доступна всем, кто приобретет платный пропуск на сайте игры. Цены стартуют от 1000 рублей, заканчивая 22 тысячами за лимитированное коллекционное издание. Если же вы успели оформить предзаказ ВВ3 до момента снятия игры с продаж, студия наградит вас особым ветеранским набором, что аналогичен набору лейтенанта, но также включает несколько уникальных бонусов. А для особо искушенного геймера авторы подготовили президентский набор в единственном экземпляре за $5 миллионов или 370 миллионов рублей. Взамен студия обещает снять фильм об игре с владельцем предзаказа в главной роли, а также создать локацию по образу его родного города. К слову, в тот же день набор был забронирован неизвестным геймером, сделавшим первый взнос в размере 75 тысяч рублей. Напомним, World War 3 вышла в ранний доступ 19 октября 2018 года, продавшись тиражом более 100 тысяч копий за первую неделю. Позже проект был свернут и закрыт на переработку. В 2020 году издателем ВВ3 стало подразделение Mail.ru, ныне ВК, MyGames. Новый тактический шутер Black One Blood Brothers вышел в открытый pre-альфа-тест. Говорить о качестве и амбициях пока, разумеется, рано, но сама идея такого полу-РТС проекта, похожего по своей механике на оригинальный Ghost Recon, сегодня выглядит даже интереснее, чем сам Ghost Recon, особенно в свете последних анонсов Ubisoft. Опробовать игру можно бесплатно, запросив доступ к плейтесту в Steam. В Hunt Showdown стартовал хэллоуинский ивент Harvest. В рамках события игрокам предстоит искать и собирать тыквы на локациях по аналогии с предыдущими ивентами в игре. Harvest продлится до 9 ноября. Ранее в этом месяце Hunt Showdown обновился до версии 1.6.2, получив множественные изменения баланса и правки ошибок. В игре появился новый револьвер Scotfield Model 3, доступный с первого ранга за $77 охотничьих, а также изменениям подверглась логика матчмейкинга. А прямо сейчас и до 1 ноября на игру действует скидка 50%.
Калибру исполняется 2 года. В свежем обновлении игроков ждет набор подарков к 2-летию игры, новый легендарный образ «Старая школа» для подразделения сил, а также множество правок баланса и исправлений ошибок. Здесь же студия анонсировала особую праздничную задачу, которая появится в игре 3 ноября. В награду за ее выполнение игрокам дадут специальный лутбокс с одним оперативником на выбор – Афелой, Эймой, Мигелем или Матадором. Китайская студия FYQD объявила дату релиза шутера Bright Memory Infinite. Выход игры состоится уже 12 ноября. Примечательно, что у истоков разработки стоит всего 1 человек, и при этом игра выглядит ничуть не хуже высокобюджетных конкурентов. И это не все. Автор заявляет, что все те, кто успел купить первую часть Bright Memory, получат Infinite бесплатно в момент ее релиза. Также прямо сейчас в Steam можно бесплатно скачать RTX бенчмарк игры, чтобы проверить ее работоспособности на своей RTX видеокарте. Hell Let Loose расширяет аудиторию. Хардкорный шутер о Второй мировой войне стал доступен для консолей PlayStation 5 по подписке PS Plus и Xbox Series X и S. Также этому событию разработчики посвятили отдельный трейлер. Кстати, а много ли зрителей канала играет на консолях? Бесплатный инди-шутер The Cycle от разработчиков Spec Ops: The Line вышел в закрытое бета-тестирование, которое продлится еще до 8 ноября. The Cycle — это PvPvE-шутер от первого лица, переосмысливший жанр классической королевской битвы и сочетающий его со знакомыми идеями Escape from Tarkov и Hunt Showdown. Регистрация на ЗБТ возможна на официальном сайте игры для Epic Game Store или Steam. Теперь кратко о скидках. В Steam стартовала хэллоуинская распродажа. Так, до 1 ноября за полцены можно приобрести Hunt Showdown и множество DLC. Zero Hour продается со скидкой в 30%. С хорошей скидкой можно купить новинку Deathloop. На 60% уменьшилась цена Metro Exodus со всеми дополнениями и почти за бесценок отдают первые 2 части игры. Squad, Hell Let Loose и Dead Side подешевели на 25%, а DayZ на 40%. Armu 3 продают со скидкой 75%, Chernobyl 20% и Insurgency Sandstorm 17%. Такие были новости инди-шутеров за октябрь. Расскажите, что из этого заинтересовало вас. Не забывайте про лайки и наш Discord-сервер. Увидимся совсем скоро.